Привет! Сегодня покажу, как шить такую косметичку с рюшами. Косметичку будем шить по готовой выкройке. Ссылку на нее вы сможете найти в описании. В качестве основной ткани использую вареный хлопок. Его необходимо продублировать клеевым спанбондом плотностью 190. На выкройке также есть линии для стежки, если вы будете использовать синтепон. В качестве подкладочной ткани плотная бязь. Также понадобится молния длиной 26 см. Для начала уплотним детали спанбондом с помощью утюга. Вареный хлопок особенно требует дублирования, поскольку у него достаточно подвижные волокна и низкая плотность, а также стойкий эффект мятости. Теперь деталь рюши сложим пополам лицевой стороной внутрь. Проложим строчки с каждой стороны на расстоянии 1 см от края. Закрепки делаем точечно, когда длина стежка равна нулю, или обычным способом вперед-назад. Срежем уголки, не доходя до строчки 1 мм, и вывернем деталь. Расправим с помощью ножниц, выровняем срезы и сколем. Сложим деталь пополам и сделаем надсечку для обозначения середины. Заутюжим. Настроим машину на максимально широкий зигзаг и возьмем вспомогательную толстую нить, расположим нить посередине лапки. Игла не должна пробивать нить. Чем короче стежок зигзага, тем меньше будет подвижность нити при спаривании. В начале и в конце строчки обязательно делаем закрепку. Возьмем деталь передней и нижней стенки и сложим пополам, также обозначив середину. Совместим центральные надсечки рюши и лицевой стороны и нижней части передней стенки. Закрепим на гладильной доске. Края рюши также зафиксируем на расстоянии 1 см от края. Сделаем сборку, потянув за вспомогательную нить, и распределим складки. Завяжем узелки, чтобы сборка не расправилась. Зафиксируем булавками складки на детали стенки, не цепляя доску. Переставим булавки, открепив от доски. Возьмем деталь верхней стенки и лицевой стороной приложим к рюше. Также сколем. Проложим строчку на расстоянии 1 см от края на медленной скорости. Если видны стежки зигзага, просто удалим их. Также удалим вспомогательную нить. Теперь закрепим скотчем уголки рюши, чтобы они не попали в строчку. Декотируем молнию утюгом, чтобы она не фалдила. Установим собачку так, чтобы молния была закрыта с двух сторон. Для этого подрежем половинку молнии на 5 мм. Откроем молнию на 5 см. Наденем собачку сначала на одну сторону, а затем на другую. Одна половинка молнии не должна изгибаться относительно другой. Положим молнию на стол, пальцами левой руки прижмем ткань молнии, а правой потянем собачку строго в плоскости стола. Теперь сложим лицом к лицу молнию и деталь с рюшей. К изнаночной стороне молнии приложим лицевой стороной подкладочную ткань. Проложим строчку на расстоянии 1 см от края. Использую лапку для молнии, но можно и обычную. Молния должна лежать зубчиками наверх. Там, где будет собачка, приподнимем лапку, опустив иглу в ткань, и переместим замок. Заутюжим с двух сторон, чтобы ткань не попадала под собачку. Проложим отделочную строчку на расстоянии 2 мм от сгиба. Деталь задней стенки приложим лицом к лицу к детали передней стенки. С другой стороны детали из подкладочной ткани также совместим лицевыми сторонами. Снова проложим строчку на расстоянии 1 см от края, заутюжим и проложим отделочную строчку на расстоянии 2 мм. Можно сразу заутюжить обе половинки и последовательно проложить строчку на каждой. Теперь обязательно откроем молнию, поскольку далее будем выворачивать изделие. Следим, чтобы молния оставалась закрытой с концов.
Попарно сложим и сравняем срезы у верхней подкладочной ткани. Молнию выровняем и направим зубчики в одну сторону. Если в сторону подкладочной ткани, то уголок получится как у желтой косметички, а если в сторону верхней ткани, то как у голубой. На подкладочной ткани отметим будущее отверстие длиной около 10 см. Начнем прокладывать строчку от нижней метки на расстоянии 1 см от края. Обязательно делаем закрепки. При прокладывании строчки на закругленных частях детали уменьшим длину стежка, а также можем приподнимать лапку для плавного поворота. Когда лапка упрется в молнию, подложим коробочку от игл, так она будет вровень с зубчиками. Если зубчики жесткие или металлические, можно либо перешагнуть их, сделав закрепки, либо вручную прокрутить маховое колесо. Вывернем изделие на лицевую сторону и расправим уголки. Если они легли не очень аккуратно, можно срезать припуск до 5 мм, а также сделать надсечки в местах скругления. Теперь зашьем отверстие. Для этого совместим сгибы припусков и проложим строчку на расстоянии 2 мм от края, обязательно делая закрепки. Перед иглой удаляем булавки, чтобы строчка не искажалась. Также можно использовать ручной потайной шов. Ну вот и все, косметичка готова. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить обновления. До встречи в новых видео.